Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы поговорим о городе Арно, более известным под именем Ксанф или еще более известным под именем Ксантос. Судя по возрасту археологических находок на его территории, город был основан в 8 веке до нашей эры, но ученые говорят, что это не точно. Расположен он на вершине возвышенности в долине, подарившей ему свое название. История Ксантоса чрезвычайно трагична, и я подробнее на ней остановлюсь чуть позже. Сегодняшний же Ксантос знаменит своими колоссальными гробницами, вырубленными из цельных кусков известняка весом по 60-70 тонн, а также стелой с древнеликийскими письменами, которая считается вторым по значимости артефактом после розетского камня для науки. Поэтому давайте уже основательно пройдемся по этому городу, так как он еще не был достаточно освещен нашими самыми крутыми альтернативщиками. Прямо возле дороги стоит классический ликийский саркофаг на большом таком постаменте, и сам саркофаг, он огромный как дом, там жить внутри можно. Вот внутри под ним такое подземелье. Я до сих пор не могу понять, с какой целью оно строилось и для чего. Если у кого-то есть какие-то соображения или точная информация, пожалуйста, поделитесь. Так как подобные вещи встречаются не только на западе Турции, но и на востоке. Для историков важнейшим артефактом на территории города является так называемый обелиск с письменами или обелиск Сантоса. Это огромный блок известняка весом в несколько десятков тонн, испещренный с 3 сторон надписями на ликийском, милийском и древнегреческом языках. Там прославляются военные приключения принца Хирея или Хирела. Подробно рассказывается, как следует пить винишко, как приносить жертвы и тому подобные житейские мудрости. Но недавно весь мир взорвала идея одного сербского профессора, который сказал, что это никакие не ликийские надписи, а это древнеславянская сербица. И там написаны законы, которыми руководствовались эти ликийцы. Но тогда это должны быть уже не ликийцы, а сербы. Профессора этого в лучших научных традициях, конечно же, запинали и подвергли остракизму. И великолепная идея просто канула в лету. Причем за спорами про буковки никто даже не удосужился обратить внимание и описать подробно, как были водружены на пьедестал эти огромные многотонные блоки. Нижний блок весит примерно около 45 тонн, верхний около 40. И, кстати сказать, то, что мы имеем возможность смотреть на этот обелиск и читать на нем надписи, мы обязаны именно его весу. У копателя в законе Чарльза Фэллоуза в 1838 году просто не хватило сил его упереть с собой в Лондон. Ну а раз пошла такая свадьба, то Истамбульский музей не остался в стороне и забрал к себе гробницу, которая стояла на вершине этой стелы. При этом изъятие гробницы, видимо, не прошло бесследно до самого обелиска. То есть саркофаг никак не мог стоять на наклонной поверхности. Как вы уже, наверное, обратили внимание, здесь также имеется много полигональной кладки. И что самое интересное, она является вторичной по отношению к обелиску. А так как обелиск несет на себе явные признаки персидского влияния, то я имею полное право сказать, что полигональную кладку делали уже во время Александра Македонского. Хотя ей, конечно, по качеству очень далеко до полигональной кладки Киликии. Ксантос прежде всего интересен тем, что здесь, как и во всех городах Малой Азии античных, имеются следы не только двух мощных природных катаклизмов, но и следы двух мощнейших пожаров, полностью уничтоживших в свое время город, и без рассказа о которых я просто не представляю себе свой фильм. Ксантос был основан в X-VIII веке до нашей эры ликийцами и долгое время оставался независимым, пока в середине VI века до нашей эры не пришли персы, что привело к жуткой истории, массовому самоубийству жителей города. При раскопках в 2017 году турецкими археологами была найдена глиняная табличка со следующим текстом: «Мы сделали наши дома гробницами, а наши гробницы стали нам домом. Жилища наши сгорели в огне, наши гробницы были разграблены.
Мы прятались на вершинах холмов, мы прятались даже в воде, но они пришли и нашли нас, чтобы сжечь, убить и ограбить. Но мы ради матерей, ради жен наших, но мы ради чести своей и свободы своей, мы, жители этой земли, мы выбрали смерть вместо рабства, предавшись все вместе огню, навеки оставшись бессмертными. Эта находка документально подтвердила события, описанные Геродотом в своих сочинениях, где он прославлял необычайное мужество защитников и жителей города. Воины, защищавшие город, в какой-то момент осознали, что не смогут противостоять превосходящим силам противника, вернулись в город, собрали всех жен, детей, стариков, рабов, все драгоценности, отвели всех на Акрополь и там умертвили. После чего они подожгли весь город и ринулись в последнюю атаку на врага, где все и погибли. В живых тогда осталось 80 семей, которых в этот момент просто не было в городе. Невероятная сила духа и мужества, не правда ли? Об этом также свидетельствует самый нижний слой пепла, обнаруженный на руинах первой исконной версии ликийского города. Персы правили недолго, около полувека, и далее Ксантос перешел в руки Александра Македонского. После его смерти он достался его преемнику Птолемею, и под властью этой династии он мирно просуществовал порядка 200 лет. Но, как говорится, золотые времена никогда не бывают слишком долгими, и поднявшая голову Римская империя решила отжать у Птолемеев Египет. И пока шли разборки римлян с Птолемеями в Египте, город под шумок отжал Антиох III, царь Селевкий. После покорения Египта римляне обнаружили этот непорядок и быстренько разъяснили Антиоху III, кто есть ху на этой территории. После чего отдали город под управление своим союзникам-родосцам. Через некоторое время в Риме Марк Брут убивает Гая Юлия Цезаря. И в Риме начинается гражданская война за власть. Ксантос поднял восстание против родосцев и примкнул к партии Марка Антония. Марк Юний Брут лично приехал наказать мятежный город. Разбил на голову войска Ксантоса, и это привело к повторному самоуничтожению населения города. Жители Ксантоса, столицы Ликии, дважды совершали массовое самоубийство, оказавшись безнадежно осажденными превосходящими силами противника, вначале персов, а потом и римлян. Дважды мужчины собирали на Акрополе, убивали своих жен, детей и рабов и поджигали свой город, чтобы потом броситься в самоубийственную атаку и умереть в бою. Поистине героический город и героический народ, населявший его. Брут был поражен таким поступком и приказал своим солдатам вознаградить уцелевших жителей Ксантоса, которых оставалось всего 150 человек. Потом Брута убил Марк Антоний и восстановил город. Он просуществовал в составе римской провинции Ликия до примерно IV века нашей эры, до главного события того времени, о котором историки предпочитают умалчивать. После этого Римская империя уже не смогла оправиться, появилась Византия, которую затем сменили арабы, но это уже другая история. Давайте закончим с этим древним трэшем и перейдем к осмотру основных величайших достопримечательностей Ксантоса. Начнем, пожалуй, с самого большого монумента, так называемого монумента Гарпий, который расположен на месте старого Акрополя. Он состоит из 4 частей. Мощного основания высотой 1,5 метра и размерами 4,70 на 4,10. Средней части изготовленной из цельного куска известняка размерами 2 на 2 метра и высотой в 5 метров. Далее идет погребальная камера, рельеф из которой срезал британский археолог Чарльз Фэллоус, который увез их в Лондон и продал Британскому музею, где они до сих пор и находятся. Видел их там самолично. Несложные расчеты показывают, что объем нижнего монолита составляет 29 кубических метров с учетом вот этой пристройки сбоку слева. И, соответственно, умножив ее на плотность 2400 кг на кубометр известняка, получаем 69,6. Грубо 70 тонн монолитной глыбы, которую где-то вырубили и откуда-то притащили, так как лежит она еще отдельно на фундаменте еще большего размера и неизвестно, насколько он уходит в глубину.
Средняя часть у нас уже получается объемом 20 кубических метров, соответственно весит 48 тонн. Вес саркофага размером 2 на 2 и высотой 1,20 м я оценивать не берусь, так как не знаю толщину его стенок. Но вот крышка вычисляется довольно легко. Это четырехугольная пирамида со стороной основания в 3,5 метра и высотой в 1 метр. В результате получаем удивительные 10 тонн, поднятые на высоту 8 метров. Рядом с этими колоссальными мегалитами находится еще одно очень странное сооружение. Это классический ликийский саркофаг, который стоит на перевернутом основании поверх еще одного саркофага. Причем этот саркофаг как бы состоит из отдельных плоских колонн, которые держат перевернутое ступенчатое основание второй гробницы. Кто, как и зачем поднял тяжеленное основание и не менее тяжелый саркофаг поверх другой гробницы, история умалчивает. Никаких достоверных сведений по этой двойной гробнице нет. Тем не менее, я обнаружил кое-какие сведения по вот этой большой гробнице. Это могила царя Киберниса, который командовал ликийскими кораблями во время знаменитой битвы при Саламине, где греческий флот потопил кратно превосходящий персидский неподалеку от Кипра. Командовал объединенным флотом легендарный Фемистокл, и произошло это за 65 лет до нападения на Ксантос. И Кибернис как раз там и погиб. Так что получается, персы наехали на Ксантос тоже отнюдь не из хулиганских побуждений. Рядом мы можем увидеть фундамент от фантастически красивого монумента Нереид, который был также украден тем же сэром и отвезен в свою же Британию. Нам же остается только любоваться фантастически точно подогнанными известковыми блоками весом от тонны до 1,5 каждый. А как говорят англичане, rest of the world сможет наблюдать их в Британском музее. Причем вместо статуи Нереид там стоят их гипсовые копии. И как написано, местонахождение настоящих статуй музею неведомо. То есть этот британский вор снял и вывез из страны великолепно сохранившийся ликийский мавзолей, являющийся вторым по размеру мавзолеем после всемирно известного мавзолея в Галикарнасе, но несравнимо лучшем состоянии. Мистер Фэллоус все снял подчистую, как видите, оставил только вот эту таинственную камеру под захоронением, которая присутствует практически во всех гробницах того времени. Далее тропинка нас ведет через центральный Акрополь, через развалины, которые наслаиваются одни на другие. И, честно говоря, когда знаешь историю событий, развернувшихся дважды на этом месте, идти по этим развалинам несколько жутковато. Здесь все вперемешку. И водопровод, и канализация, и остатки древних полигональных стен. Все перемешанное и все страшно. Хочется ускорить шаг, чтобы побыстрее покинуть это мрачное место, где дважды добровольно лишали себя жизни десятки тысяч людей. И приближаясь уже к римскому амфитеатру, чувствуешь, как какая-то тяжесть буквально спадает с твоих плеч. Хотя римский амфитеатр место, в общем-то, тоже далеко не праведное. Здесь тоже все вперемешку, но если вспомнить, что воины Ксантоса сами разрушали и сжигали свой город, и он минимум 3 раза отстраивался заново, то в принципе становится все понятно. Амфитеатр здесь небольшой, рассчитан на 4500 зрителей. И на нем, очевидно, не только играли и ставили театральные представления, но и проходили бои гладиаторов. Об этом свидетельствует составленная из передних рядов сидений стена, поднятая над ареной. Это делалось для безопасности зрителей при самих гладиаторских боях и при боях гладиаторов с дикими животными. Также я обратил внимание на одну деталь. Вот в саркофаге на вершинах монументах поставлены так, чтобы с них была видна вся арена. И я думаю, это было сделано для того, чтобы умилостивить души похороненных там царей. Согласно римским верованиям, которые они в свою очередь заимствовали у этрусков, зверства должны были умиротворить души умерших. В древности это было высшей честью, которую могли воздать знатному предку благодарные наследники.
Мы жертвуем живыми, чтобы накормить мертвых. Так император Каракалов в III веке нашей эры сформулировал идейную основу гладиаторских боев, вместе со звериными травлями, ставшими самым кровавым и жестоким зрелищем в истории человечества. И я специально проверю это свое предположение, когда буду внизу. Интересный факт. Род Брутов вошел в историю не только тем, что Марк и Децим Бруты участвовали в убийстве Цезаря, но и тем, что именно два их предка с точно такими же именами, что интересно, придумали и провели первые гладиаторские бои за 2 века до этого. И были они посвящены памяти их умершего отца, Брута Пера. Отправившись на осмотр амфитеатра снизу, я снова залез на остатки монумента Нереид, чтобы более тщательно рассмотреть виденную ранее полигональную кладку. Увиденное мной подтвердило мою версию о том, что полигональной кладкой здесь занимались македонцы. А как вы думаете, уважаемые зрители, что в этой стене позволяет мне так думать? Жду ваших ответов в комментах, а теперь давайте посмотрим на хозяйственное помещение амфитеатра сбоку. Вот с этой точки очень хорошо видно, что нижняя часть амфитеатра была полностью пересобрана. Очевидно, ряды уходили гораздо ниже, и сама сцена была гораздо меньше. Римляне использовали нижние ряды для того, чтобы создать стену защитную, и в то же время они приподняли пол, чтобы увеличить площадь арены, чтобы было место для боев. Стены же хозпостроек представляют из себя сплошной микс, что и не мудрено, ведь их пытались восстанавливать и персы, и македонцы, и селевкиды, и римляне. Но что интересно, никто не пытался изменить каноны построения амфитеатра. То есть существовал какой-то единый общий канон построения этих сооружений для всех народов, населявших Средиземноморье. А общий канон или общий стандарт мог исходить только из единого источника, который был общим для всех, то есть от единой общей высокоразвитой цивилизации. Давайте спустимся вниз и посмотрим, что же там внизу. А внизу здесь античные мегалитические блоки безрастворной кладки на скобах. В силу своей конструкции арка работает всегда на сжатие, а не на растяжение, как поперечные балки. Поэтому при любых толчках и любых термических расширениях арка становится только прочнее и остается целой даже при полном обрушении конструкций, стоящих вокруг. Двигаясь вдоль них, мы видим полный микс, уже привычный нашему взору, и вот здесь видим опоры дверного проема очень характерной формы. Такая расширяющаяся к низу конструкция является наиболее древней. Она довольно часто встречается на древних полигональных руинах. И опять же на ней мы видим следы моего любимого инструмента. А белоснежный вид и хороший сохран указывают на то, что она была откопана совсем недавно, и вкупе с тем, что нагромождено внутри нее, можно сделать вывод, что ее установили археологи. Двигаемся далее, и что мы видим? С гробниц арена видна как на ладони. Причем полностью. Это снимок с въезда на арену, а вот это снимок с выезда. Просматривается все досконально. Как я и говорил, сама арена окружена специальной стеной для безопасности от диких зверей и от самих гладиаторов. То есть римляне при реконструкции убили сразу 2 зайцев. Они расширили площадь арены, а из ставших ненужными нижних рядов соорудили защитную стену. Остатки этой древней арены очень хорошо видны вот здесь на фото сверху. Отличный пример рационального римского мышления. Ну и продолжая исследование арены, я увидел, что северный вход глухой, то есть он закрыт стеной и с очевидными следами уже двухкратной починки, и все равно оттуда выходит земля, видимо, с дождями. Что-то не давало мне покоя с этой конструкцией. И тут я вспомнил, что я видел кое-что, когда снимал, стоя на остатках монумента Нереид. Тогда я подумал, что это пол какого-то сооружения, которое раньше стояло там. Но теперь все четко встало на свои места.
Это был въезд в амфитеатр через вот эти ворота, которые, очевидно, были завалены в результате либо катастрофы 5-6 веков нашей эры, либо еще раньше. И это очень хорошо видно, опять-таки, на снимке с дрона. Прекрасное инженерное решение проблемы разницы высот. На этом мы закончим обследование верхней части города, которая поражает как своей жуткой историей, так и своими колоссальными монументальными гробницами. В следующей части мы увидим другой не менее монументальный некрополь, увидим настоящую непересобранную античную мраморную дорогу и узнаем, что же нюхают люди на барельефах монумента Гарпий. А пока подписываемся, ставим колокольчик, чтобы не пропустить следующую серию, и не забываем о комментах. Пока-пока!